канале Польза.нет Live, основной канал Польза.нет, 411 тысяч подписчиков. Огромное спасибо всем, кто смотрит данный контент. И сегодня мы с вами будем тестировать Real Redmi Pad SE. Я приобрел его на Алишке, получается, во время сейла, это было недавно, и он уже пришел, я его полностью обновил, чуть-чуть прогнал. 300 тысяч баллов в Antutu он не выбивает, к сожалению. Камера максимально все дешевая. Да, то, что у него выставляется экран до 90 Гц, ну вы поняли, до. Сегодня мы будем его гонять не как Realme C51, который сейчас у меня гоняется. Я его покупал, получается, тоже на сейле. А нет, раньше чуть-чуть сейла. Вот, мы его гоняли в PUBG Glide, а этот будем гонять в PUBG New State. Вы увидите, я вам расскажу, как сильно падает яркость, насколько печально у нас идет сброс FPS, вы сами увидите. Как сильно он перегревается, скажу обязательно. И сразу, в долларовом эквиваленте этот планшет дешевый. То есть понятно, что в рублевом эквиваленте все кажется супер дорогим, и мы от этого отталкиваемся. Если он это дело вывезет, стримит он в 720p, в принципе, так же, как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в автомате. И не будем ругать сильно Android, потому что какие-то плюсы у них есть. Стримлю я на Твиче в линию, напоминаю. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Где его приобрести, решайте сами. Я оставлю ссылочки в описании, но плюс-минус везде, по-моему, одинаково. Может быть, уже в РФ завезли, и там даже будет дешевле с какими-нибудь бонусами. Хотя, опять же, повторяюсь, для тех, кто не в курсе, тысячный раз, планшеты, ноутбуки и SSD-шники очень сильно упали в цене по всему миру в долларовом эквиваленте. То есть это не популярный девайс. В принципе, то есть категория девайса. Так же, как и GoPro, мне их уже получается 3, 11, 10 и 9. Они все убыточные GoPro. То есть сам по себе концерн убыточный. И это для меня так очень тихо. Ну, возможно, это для всех тихо, но главное, никаких шумов, правильно? Федор Портнов, привет. Роман, привет. Напишите, если говорить громче. Никаких проблем с этим нету. Ну, давайте я исправлю. Давайте. Все. Исправляю. Если вывезете вот так. Вот так лучше. Комфортней. Вроде изменил. Все-таки переходим к нашим, как говорится, баранам. Не забудьте подписаться на этот канал, если вам подобный контент интересен. Не интересен, делать не буду. Буду просто сразу в ролике говорить, что вот, гонял в PUBG, как и раньше. Но в последнее время народ смотрит, за что я вам безумно благодарен. И, в принципе, это идеальный способ нам встретиться и пообщаться. У кого какие есть вопросы, приходите на стриме, буду стараться вам отвечать. Если говорить про, повторяюсь, коллективный разум, 15 тысяч человек в канале взаимопомощи, добавляйтесь. Если у вас есть вопросы по поводу железок, без указаний магазинов и всего остального, то вам примерно вас всегда сориентирует такой же пользователь, как и вы. Все, по большому счету мы видим, что фронталка у него кое-как работает, 720p он кое-как вывозит, и мы приходим в игровой процесс. Чем нам интересен игровой процесс? Все подтормаживает, это вы привыкнете, но видите, я был уже в PUBG. То есть подтормаживало еще, может быть, по этой причине, но главное, что мы видим, что все это дело открылось пока, и пока это дело работает. У меня стул съел зарядку для Apple Watch Ultra. Что у нас? Человечек крутится. Смотрим настройки, точнее их показываю для вас. Графика выставил на среднюю, низкую, средняя, и частота кадров, может быть, ладно, высокую давайте. Нет, среднюю так и оставим. И все у нас загружено, сейчас покажу вам. Можно начинать. По процентам вы видите, 68% секундомер включен. Секундомер. Сегодня только прочитал интересную претензию в комментариях. Я 5 лет выгружаю ролики каждый день, и сегодня в комментариях: достал выгружать ролики каждый день. Как будто кого-то заставляют смотреть ежедневные ролики. Я делаю ролики для себя и для вас в первую очередь. Рано или поздно какие-то девайсы вам будут интересны. Лучше я обозреваю больше, чем меньше. Опять же, это мой субъективный подход.
Так, секундомер пошел, и сейчас, как только он найдет, я еще измерю яркость экрана. Скажу вам, пока все плохо. То есть, пока я вижу, что все плохо, зарядку вы видите примерную, пинг мы пока не увидим. Как у кого день прошел, сейчас я Twitch открою, чтобы вас видеть. Микро стало лучше? Twitch у меня и так открыт, кстати. Канал намного. База торпедных катеров, слышите меня? И почему-то еще не грузит, прикиньте, так долго. Очень печально. Печально, но факт. Две с половиной минуты. Я говорю, на айфоне моментально вообще находит. Почему здесь моментально не находит? Очень интересно. Не понимаю я. Когда ты с яблока ищешь, вчера, кстати, на Realme C51 тоже моментально нашел. Опять же, на Realme C51 из-за уровня, да, мне объясняли, что у меня слишком высокий уровень сейчас для того, чтобы он моментально находил. Надо новые аккаунты сделать. 3 минуты он ищет уже матч. 3 минуты. Тихо, тебя слабо слышно. Сейчас-то нормально. Роман, хорошо. Федор Портнов нет. Дизастер, привет. Вы видите, мы уже 3 минуты ждем. Надо сбросить было. Сбросить все. Ну-ка, ну хотя бы двигается. Что за печаль-то, 3 минуты. Он иногда и 5 минут ищет. Надеюсь, это из-за левела, а не по другим неясным мне причинам. Секундомер, кстати, да, бессмысленно сейчас включать вообще. Абсолютно. Подбор матча. 3.41, 3.40. Получается задержка, знаете, кстати, сколько секунд? 7 секунд. Сейчас я вам скажу, сколько будет. 50, у меня 57, да, ровно 7 секунд задержка. Четыре минуты. Как ускорить поиск? Дизастер. Советуйте мне. Как-то сбросить, может быть, что-нибудь сбросить. Себя сбросить. Вроде бы любой, получается, любую карту выбираешь, правильно? Сейчас, мне кажется, будет вообще какой-то антирекорд. 4 минуты 40 секунд. Ну, это какой-то бред просто. Не может быть так долго. 10 минут стримим, из них 5 минут просто ждем, чтобы... О, ровно 5 минут. Но все равно бред. Шуршу. Пришуршал и ушуршал. Так. Может быть, из-за высокого ранга. Да он не такой высокий. Меня больше напрягло, что вот он сейчас подвис. Очень печально будет, если придется сейчас входить в PUBG New State Lite. В PUBG Glide.
Так, вы меня слышите? У меня PUBG завис или все зависло? Ладно, пробую сделать так, чтобы развисло. Ладно. PUBG у нас завис. По каким причинам, посмотрим. Слышим. Отлично. Значит, сейчас будем лайт качать. Я чувствую. Выхода нет. Зато наблюдаете за всем периодом этой боли в попытке поиграть в планшет. Очень слабый процессор. Нажал зайти в матч. Я взял его, кстати, 6128. Ну, вовремя вышел. Вовремя. 25 FPS. Так, начинаем. Отслеживать 64%. 4% мы потеряли, пока мы искали. Так, и до дропа я просто обязан измерить яркость. 395, почти 400 люксов. Что-то мне подсказывает, что он сбросит, потому что очень он теплый. Напоминаю, что вчера мы в Унисоке на Realme C51 гоняли его, получается, в PUBG Lite. Пинг, кстати, хороший, несмотря на не такой новый Wi-Fi. Так, ну что, шустренько пока все. Шустренько с 25 FPS. Но опять же, это New State. Это New State. Просадок нет. Смотрите, как тут интересно все расположено, да? Кашечка. Я бы вам даже сказал, летает все на таких настройках. Нужно было что-то серьезнее ставить. Но не стоит. Все-таки стрим. Мы в зоне. О, не шутя. Наконец-то броня попалась мне. Как-то очень странно, да? New State непривычно выглядит с таким разрешением экрана. С таким FPS. Опа. Типы идут. Типы, боты идут. Так, что у нас тут можно выставить? Иксы, а у меня только X2. Хо. Ничего ж себе, какая печаль.
Я думал, я как минимум X4 уже нашел. Но нет. Ну да, 75 патронов, в принципе, это тоже какое-то избыточное количество, конечно. Что если ты попадаешь, то попадаешь. Опа. Даже по мне попал чуть-чуть. О, вот это пулемет интереснее. Я все понимаю, но вот это мне интереснее намного. Если бы еще расширение ему взять. 50 тоже много. 50 тоже хорошо. О, везде эти пулеметы раскиданы. И иксы еще один. Второй левел. Дмитрий Гордиенко, привет, давно тебя не видел. Смотри-то, как это, счастливый человек. Счастливая метка моя, если приходишь, сразу прилетает третий шлем. Как твои дела? Это не ты комиссию недавно проходил, нет? Или я тебя перепутал? Как успехи? О, СКС-очка. СКС-ка все-таки лучше, чем Минка. Вы простите меня за мою дерзость. Но СКС-ка это СКС-ка. Минка это Минка. Сколько раз меня в голову с СКС-ки выносили, вы бы знали. Хотя по логике, наверное, лучше разделять патроны. Но что-то как-то глючит. Да-да, я проходил. Все удачно для тебя или для них? Ну, я не знаю, как в плане удачно. Ну, ты понял. Ты получил, что хотел или нет? Сформулирую, наверное, так. Лучше. Опять пулемет. 3 пулемета. В больницу. А, то есть еще будешь. Ну, ясно. Удачи тебе в борьбе. Опа. Я предполагаю, что он был не бот по луту. Ну, не факт. Бля, у меня стрим. Все норм? Все, наберу. Угу. Так, вот еще типы какие-то. Вы ощущаете, насколько для меня важны стримы, даже пусть нас там сколько, 5 человек в онлайне? Опа, опа-па. Вы ощущаете прям еще и прям какой-то бот такой ядреный. Без сарказма, кстати, насчет важного. Без сарказма. Спасибо, что приходите. Я выиграю, все пока на моей стороне, и документы тоже, да. Чтобы не значило твой выигрыш, я желаю тебе удачи. Потому что главное, чтобы человек получал то, чего он хочет. Потому что расплачиваться за это все равно ему. И очень много решений, о, ничего себе, которые мы принимаем, мы за них потом и несем ответственность. Вот. Да, но сегодня, конечно, коммент, что слишком много обзоров, это, конечно, было как-то непривычно. Видите минусы и плюсы чтения комментов, да? Так, а вот мне интересно, лучше взять СКС-ку или вот эту вот штуку, которая МБ-М10 чего-то там? По вашему опыту, други. Выглядит моднее, конечно, вот эта вот штука. Что сегодня гоняем? Realme SE.
Притом в неподъемном для него я считаю... О, здесь понятно. Здесь все ясно. Как это называется? Неподъемные для него штуки. Кстати, я могу уже купить оптику. X10. Можно брать. Опа. Что-то я не понял, куда я его заказал. Так, я так понимаю, что он спрыгнул. Или заполз сюда, наоборот. Так, где мой дроп? А, на крыше. А как я на крышу поднимусь? Здесь нет захода на крышу. Что, издевается? Ха. Или здесь есть заход на крышу? По-моему, здесь нет захода на крышу. Как они залезают, кстати? Как-то они залезают. О, ёшки. Или есть заход на крышу? Опа. А это было похоже, кстати, на не бота, а человека, который просто запутался. Запутался в своих желаниях. Вот, так что SE показывает себя пока с положительной стороны, потому что мы не надеялись на то, что SE вообще будет как-то себя показывать. Я смотрел, как они запрыгивают. О! И вроде это возможно. Нет, невозможно. Все, в топку. Заказал себе, да? Штуковину, на которую я не могу получить. Здесь не залезть, здесь не залезть. Здесь не залезть. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Помним, да, что 400 люксов мы выбиваем. Опа. О! Дроп. Мне так кажется, что это еще из тыльной части кто-то по нам лупит. А вот это бот. Вот это бот. Там может быть не бот даже был. OnePlus и Oppo решили свои раскладухи в один день представить. Так они одно и то же. Может куплю, может нет. Так, мне нужна оптика. Оптику можно достать только с типов. Вот она, на крыше тоже какая-то штука, видите? Как на нее залезть? Как-то заползают же. Опа. Есть, вижу. Какие-то звуки стекол. А, и стоп, еще мы не в зоне, да? Так, вот он X6, наконец. Я же говорю, это не бот. Молодец. Типок молодец. Спасибо ему за все. Вот, так что OnePlus, да, наверное, куплю. Наверное, куплю. Но не факт. Но планирую. Опа, я вижу типа вроде. Нет, это не тип. Это крыша так отблескивает. Вот, так что я насчет Pixel 8 Pro не понял вообще. Там предзаказ. Короче, я купил Pixel 8, 8 Pro, я не понимаю, когда выйдет. Я напишу сегодня еще раз продавцам на Алишке. Если они мне подтвердят, что он у них в наличии будет когда-то, то я его тоже куплю. Но разгребаться мне еще с большим количеством девайсов надо, не считая яблок. Яблоки тоже. Говорю, у меня даже две GoPro не прогнанные. Закупка называется заранее. Так, опа.
О, папа. Прям еще и бот еще так прыгает. Ботопрыг. Наверное, на таком расстоянии по уму надо было бы не этим делать, но ну и ладно. Flip 3 N3 тоже выходит, а тогда не прошло между Flip N2. Да, нет. OnePlus мне интересен, потому что я, в принципе, OnePlus, по-моему, все обозреваю. Брать Oppo смысла нет, его не продашь. Но если OnePlus будет блочиться китайский, то это вообще будет печаль. Опа. Серьезно? Типок. Кстати, да, интересно, а почему так много ботов на моем уровне? Я уже вроде не совсем лама непальская. У меня стрим тихий только. Нет, у всех тихий. У меня тоже тихий стрим. Называется тихий стрим. Тихий тест смартфона. Я не знаю, я могу на максималку выставить по настройкам на микрофон. Но он и так почти на максимуме. Так, и сейчас он вылетит, еще будет вообще мракобесие. Не. Кстати, я не заметил, что сбросилась яркость, поэтому я пока ее не измеряю. Хотя, наверное, подождите. Вот как раз сейчас, по-моему, сбросилась. Накаркал. Так, 5 секунд. Температуру не ощущаю. Нет! Ничего не сбросилось. 398. Нет смысла хейтить, да? Дима, так что да, он на максимуме у нас здесь. Что есть, то есть. Отмеченная синим зона. Спасибо. Вообще, в принципе, упакован норм, не считая, что нет третьей брони. Ну и желательно, да, конечно, какую-нибудь грозу бы было найти. Как настроение у всех? Дима, у меня нормальное, но не сказать, что хорошее, я говорю, я выхожу постепенно из этого депрессивного пике после болезни. Что происходит переоценка ценностей, и довольно сложно себя заставить в том же темпе что-то делать. Вот. Ты вроде живешь, потом тебя что-то прям конкретно подкашивает, и ты думаешь, и ради чего все это. Но это старость не в радость. Я не думаю, что тебе 39, как и мне, поэтому не заморачивайся. В целом настрой отличный, если стрим идет, правильно? Стрим с плохим настроем делать нельзя. Поэтому я до сих пор розыгрыш не провел. Оправдываю себя. Но будет. Ну, всегда есть. О! Вспомни третий уровень брони и найдешь ее. Ну, круче оружия я уже не найду. Чем мне лутать? Что мне еще лутать сейчас? Мне больше нечего лутать. Мне нужен только дроп из-за оружия и все. И то так. Я без него протяну свободно. 28. Еще чемоданчик нужен. Так, здесь какие-то типы бегали. Притом, скорее всего, это были не боты. Почему машину не взяли, я не знаю. На машинке попроще будет. Чтобы не подставляться, наверное. У тебя у самого как? Настроение, Дима. И понеслась. Ёшки, вот он. Вот он дроп. До которого мне надо ехать только через эту. Через мостик. Так. Но вот к дропам, кстати, на моем уровне нужно уже аккуратно подъезжать. Что все-таки так, 284 где-то. Ну, есть. 284, вот туда. Есть. Кстати, не так и далеко. Я думаю, приеду до того, как его залутают.
Шекерсы с хорошей скидкой это всегда хорошо. Вообще бесстрашный воин. Я думал, кстати, не бот. Хотя, наверное, если бы был не бот, он бы меня снял еще, когда я только подъезжал. А мне надо было проехать дальше, чтобы его посмотреть, а не так останавливаться. Ну ладно. О! Я так и не понял, я по нему попал или нет. Да, его снял. Так, о, как раз гроза. Вспомни грозу, вот она. Все, еще и 40 патронов. Все, что я мог для лута, я сделал. Чекерсы хорошо, всегда. А я не знаю, говорю, я на каком-то распутье, я даже захожу, ни обувь не нужна, вообще ничего не хочется. Ходил, шорты смотрел, их уже нету. То есть вообще джинсовых нигде не продается. Подумал, ну все, трындец. Так, катать на этом, на машинке или так бегать? Ваши ставки, господа. Разумнее так бегать, конечно же, потому что мы в центре. Так, и в центре зона уже маленькая. Живо 17 человек. Кстати, еще прилично живо. Коллиматор. Еще приличное количество живых. Здесь залутано. Да, здесь залутано. Здесь и мотоцикл еще стоит. Интересно. Мотоцикл это всегда интересно. Тач пока не расстраивает, кстати. Как айфоны. На айфонах тач расстраивал. О, еще один дроп. Ну, кстати, вот он здесь мне не в тему, наверное, все-таки. Я предпочел, чтобы его здесь не было. Но я за ним посмотрю. Что в корзину кинул к последней распродаже? Я не помню уже. Какой же я косой, а? Я безумно косой. Просто. Спецкосоглаз. Просто. В абсолютно незалутанного чувака. Опа. Так, вот это похож был на не бота. Не на бота. Бот. С первым уровнем броника бот. Правильно, кому нужен 10 пальцев на iPhone? Кто играет? Что за дураки играют в айфоны, да? Что так относительно. Так, ну что? Ну, пошлите вниз. По-любому надо будет переходить через мостик. Лучше это сделать сейчас. Когда живых 11 человек. А не 3. Опа. Ботовские выстрелы. О! А вот это не бот. Не похож. Аж 2.
Так, это раз. Да я в курсе, что по мне стреляют, там бот. Когда по тебе стреляют бот, это не критично. Когда на той стороне 100% был один не бот, это критично. Так, дроп в воде, вообще в топку его в воде. Там с третьей каской был реальный тип. О, и вижу еще одного реального типа. Забежал в здание. О, нет. Ну там бежал. Опа. Еще один бот. Еще один бот. Количество ботов просто запредельно. Но я не расстроен. Че, серьезно? Мне обратно? Мне бежать обратно, по сути, по зоне. По зоне мне бежать обратно. Ладно. Так. Не критично все это. Не критично. Мы уже 24 минуты играем, кстати. Опа. Ну, реально живой там. Вот с той стороны он, скорее всего, либо переплыл, либо ждет, куда зона уйдет. Вот оттуда. Там бежал, мне кажется, не бот. Сейчас будем видеть. О, вот он. Нет, это бот был. Так, а где не бот тогда? Прям на 95% уверен, что вот он. Ну, 22 убийства ботов. На днях товарищ отдал ноут 9-го года в хорошем состоянии, прочитал, есть вариант апгрейдить. Ну, отлично. Так, результаты. А FPS, как вы видели, вроде не садился. Яркость не вылетала. И в целом претензий нету. Бриллиант. У меня уровень бриллиант, ощущаете? Незаметно, правда, ну ладно. Ни у меня, ни у противников незаметно. Ну вот один тип бегал только. Ну тоже вряд ли это какой-то супергерой, потому что бежать по отвесному склону, простреливаемому, это только я делаю. К боту. Да, Дмитрий, столько ботов. И начать. Может, сейчас быстрее найдет. Будем надеяться. И в прошлый раз 5 минут искал. Это был просто какой-то Арпрат Шаусмас. Это я ругался на иностранном языке, если что. Мне кажется, что это бесперспективняк. Мы сейчас ждем 2 минуты. Если нет, то тогда примерно считаем половину. Потому что, смотрите, 55-64. Ну, он съест еще 1%. Можно будет считать, что 20% в час он забирает. Что более чем адекватно.
Все, бесперспективняк это все. То есть 21-20 в час. И что, он не переходит в лицевой чат? Завис. Давайте-ка выгружу New State из памяти. И будет проще все. Есть. Тяжело планшету, тяжело, медленный, слабый, мучительный. И вот так. Плохо, хорошо решать вам за 150 или сколько там, $140. Наверное, нормально. Но опять же, будут люди, которые будут говорить, что вот там пиарят. Какие варианты? Какие варианты? Какие варианты сейчас в этом размере с 90 герцами экрана не от третьего эшелона? Понятно, что всякие Blackview, еще просто их море, Акутелы и т.д. и т.п. Их очень много. Но если брать от брендов, Redmi Pad, Realme Pad, Dashman, рабочий, вы видите. Процессор, конечно, на уровне Unisoc вот этого вчерашнего. Делал на массажный пистолет Xiaomi, 2 у меня их, 2. Но я на массажке здесь сейчас хожу. Лучше всего, чтобы тебя массировали, а не ты сам массировался. Хотя не часто, потому что с этим тоже не стоит. Вот. Хорошо? Всем добра. Подписывайтесь на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Огромное спасибо всем, кто зашел. Добра и удачи вам, дорогие друзья.